Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. Сегодня поиграем за прекрасную змею Айрис. Попробуем сегодня взять реванш в командных боях. Да, вспоминаю я игру на Баке и думаю, ох да, прекрасные были командные бои. Ну давайте попробуем немножко как-то более-менее адекватно сыграть сегодня. Ну как сыграть? Сейчас мне попадется супер команда из первых уровней, 4 штуки. И все, и как бы изи победа. 8-й, 7-й. Как приятно, как приятно. Они бота специально типа не убивают, да? Мне б гранатку, но ее не дают, к сожалению. А, ребята взяли гранатку, ну ладно, я понял. Ну ладно, пусть они там лутаются пока что. Бакс, вот видите, вот типичные союзники, которые были у меня, когда я играл за Бака. Сейчас то же самое делает вот эта команда с тем Баком. То есть Бак убежал, Акул здесь. Почему они все разделились, никто не знает. Брюс там, да? То есть, ну, вот смотришь на это все и думаешь, а почему вы так играете? Почему вы разбегаетесь, когда вы... Ну, он за Там даже полсекунды не было, алло! Офигеть, чел только умер, и Никс уже залутал аптечку. А я как бы вот, минус аптечка получается. Такие дела. Такие дела. Уснули мы Джейд еще немного. Под ускором я вряд ли успею добежать сейчас. Так, ну вроде нормально бахаю, кстати. Получается отлично. Ну вот дальность приятная прям штука. Надо идти к союзникам сейчас. Гений на Джейд на меня бежит. Очередной. Как бы тут все изи, как бы, да? Гений на Джейд попробует еще что-то сделать. Этот у нас тоже попробовал что-то сделать. И в итоге Габелла у противников откинулись все красивенько. Налегке. Ну что, победили мы сквад. Кстати, очень странно. Там, мне кажется, показалось, что они были не все вместе. То есть кто-то был отдельно, судя по всему. Так, стеночки мы тут сломали красиво. Тут еще стеночки. Да ё-моё, откуда у вас столько стенок? Что, сразу нельзя было все поставить, да? Ох уж эти игроки. Ой-ой-ой, я что-то быканул слишком. Нельзя так быковать. Я все-таки дальний бой. Блин, вот красиво я, конечно, под бобра попадаю, да, он просто на изи на мне настреливает урон. И фиг еще это гонишь, как бы. Все-таки кенгуру такой прыгающий достаточно хорошо. Я что-то бобра, правда, не вижу. Он мне, получается, снизу был. Блин, там Никс умирает. Там Никс умирает. Нам его сейчас нужно резать идти. А вот и бобер, кстати. Бобер, тебе шансов нет вообще никаких, забей. Ну, блин, как же он много урона наносит. Надо будет тоже, наверное, радиус бобру прокачать на луке, чтобы урон прям хорошо и шел. Прям достойно и шел. Но это, опять же, надо будет балансировать, смотреть. Я и не только хочу урон, я еще хочу дальность лука прокачать, потому что... Как по мне, сейчас бобру, моему бобру, да, которого я сейчас прокачал, я там какие-то характеристики имеет, очень серьезно не хватает дальности лука и радиуса. А вот КДшка я, наверное, урежу достаточно так нехило. Ну, посмотрим, все еще посмотрим. Возможно, даже уровень макнем скоро. Здесь кто-то бегает, не знаю, правда, где. Будем взрывать все, что движется, как говорится. Все, что не двигается, двигать, да. Где не прячется, зачем, непонятно. Ну, кстати, первый раз повезло. Повезло. Каким-то чудом мы смогли победить, даже при том, что мы бегали достаточно, ну, на разных дистанциях, таких дальних, да. Ну, вот как-то так получается. Получается, зеленый Айрис задавил авторитетом. Или на меня просто не ворвался в этот раз какой-нибудь там 16-й Никс с 2 баками, да. Возможно, возможно. Ну, кстати, смотрите, сейчас неплохая команда, 14 уровней. Вот странно, когда такое происходит, типа, ну, то есть 14 уровень, то нету. Ля, дайте гранатку. Жиды. Семнадцатая. О, кайф. Я уже чувствую удовольствие. Много удовольствия чувствую. От Лиски тут закидываем.
Блин, как же много урона. Второй сквад. А чё так мало сквадов? Я не понял. А третий? Уходи. Игра, пропусти. Ну вы поняли, да? 4 сквада вместе. Нас с 3 сторон зажали. 17 уровни. Ну, да, баланс, чё? Баланс 1100 рейтингов. 17 уровни. Одновременно 3 сквада с 3 сторон сжимают. Нормально. Ой. Как прекрасно. Какая прекрасная игра. Ну, что я мог сказать? Это идеальная игра, в которой я попал в неидеальный момент. Ну, такое бывает. Кстати, сейчас 14... видали, промахнулся? 14 баг. И кто у нас тут еще? 14 баг у нас здесь. И еще у нас 15 Луи. Ну, в принципе, урон у нас будет дофига. Прям очень дофига. Луи накидывает, баг вылетает. То есть, по гранатам, по всему остальному мы прям очень жесткие будем. А вот выживаемости у нас будет не хватать. То есть, если в нас влетят какие-нибудь, не знаю, орлы, к примеру, да? Ну, орлы, к примеру, в нас влетят, то это все, это габела будет. Сразу же. Там наш баг врывается в бака, в спину. Надо бы догнать этого бычка. Я не могу этого сделать. Еще один сквад? Нет, фух, пронесло. Просто боты. Надо похилиться сейчас срочно. Ну ладно, сойдет. Пока что сойдет. Кстати, у змеи достаточно быстрая подвижность. Точнее, хорошая подвижность. Это прям радует. Опа. Красиво, красиво. Уворачиваемся. Как же не лагает. Ага, то есть ребята тут уже дрались, и мы тут такие пришли, да? Ну, конечно, в кого же он еще прыгнет, как не меня. Кстати, дробовиком впритык баку не попал, точнее, он не сработал. Так, мне что-то команда разделилась, мне это не нравится. Мне это очень не нравится. Прям капец как. Они тут что-то быкуют. Я тут пытаюсь что-то делать, но не очень получается. Пока баг за мной гоняется, у меня есть время хорошенько побахать по нему. Поубивать, он там уже полуживой, скорее всего. Ну, как я и говорил. Он уже был полуживой. Ну, очень много я в него урона внес, и все равно он как-то выживал. Чтоб я так жил на баке, вот серьезно. Меня сегодня просто так вот, как конфетку 15-го бака, налево-направо разваливали. Ну что, побахаем, ребят? Но, ля, какая красота. Спасибо, спасибо. Дайте я побахаю. Дайте я побахаю немного. Хочу побахать. Несите мне этого кенгуру, я его бахну сейчас. Несите его сюда. Куда он убежал? Ну вот, что за игроки? Иди сюда, сдавайся. Какой меткий, а? Просто. Не, попал, кстати. Но. Просто. Ну, бахаю. Ля. Ля какой. Эх, хоть что-то приятное в этой прекрасной игре может иногда случаться. Ну, я удивлен. Мы только что сейчас с командой, наверное, дрались одновременно против 3 сквадов. Да, мы залетели уже в драку против... Ну, когда 2 сквада дрались между собой. Да. Вот такую драку мы залетели. Ну, опять же. О, кстати, Никс с кремом огнестойкости. То ли он боится бомбу Молотова, то ли он любит играть в зоне. А кто же в зоне играет, если нужно играть на победу? Непонятно. Непонятно. Может, инструментальщик, не знаю. А, вот он, последний, 14 хамелёж. Вот, представьте, там 14 хамелёж был, да? Он старался на победку, работал там, бахал. Ну, кстати, моя команда мало игроков убила, значит, они, не знаю, чем страдали, но, в принципе, мы молодцы. Радуюсь даже, очень сильно радуюсь за свою команду. Эх, побольше бы таких хороших игроков в нашей игре. И игра бы была самой лучшей в мире. Да, еще бы баланс туда и халявки побольше, и все. И можно было бы ославиться, да? И кайфовать. Но, как говорится, не сегодня, не завтра, не через год. Поэтому двигаемся вперед. Будем тащить прекрасно зубу. Лутаем копицо.
И дробовичок золотой. О, кто это тут такой бык? Ля, 2 сквадика вместе. Сейчас я побахаю. Ох, я сейчас массами тут поделаю. Ля, иди сюда. Дробовичок по троим сразу. На. Распишись. Поджей дробовичок. На. Пуснем ее. На. Резнем нашего прекрасного друга. На. Ля. Ля как. Растащили. Нравится. Нравится. 14 джейт, если что, было. Опасно было. Можно было и так-то отлететь. Но я в нее очень много всадил урона до этого. Поэтому получилось все красиво. Ну вот опять же. Насколько сильна Айрис в командных боях, когда можете позволить наносить урон. Так, аптечку залутаем сразу, чтобы меньше противникам досталось. Вдруг они сейчас будут лутать. Блин, куда они убежали? Играйте командно. Так, они, ладно, я сюда пошел тогда. Надеюсь, на перерез пойду, будет эффективно. Но может нет. Так, закинем гранатку. Не, ну слишком быстро. Слишком быстро двигаются противники. Хотя, смотрите, они там начали драться. А кто это так много бахает? Жесть, там гранат, посмотрите просто на это. Просто посмотрите на это количество гранат. Блин, не все уворачиваются. Фиг попадешь. О, попал в Никса. Ой-ой-ой, я не в тот район зашел. Спасите, помогите. А вы что тут все поумирали? Вы когда? Когда не успели? Там же... А как... Ну, что это за команда, а? Ну что за команда у меня опять? Как они могли умереть? Ну их же 4 было против одного бака. Ну... Ой, я не могу. Я не могу. Я там душу Никса, душу кенгуру 1 в 2. А они там вчетвером одного бака убить не могут. Офигеть. Он их просто развалил и пошел уже добивать меня. Ну вы это видели, а? Точнее, даже бак, наверное, пришел после. То есть их, наверное, Джейд одна развалил. В общем, ну вы сами все видели, в принципе, какая команда. Как можно? Еще и в одном месте все умерли. Ой, типичные гении. Печально, конечно, когда такое происходит, но вот не понимаю, как это вообще возможно. Один глаз от них отвел, все, их уже нет, они уже все мертвы. И такой сидишь и думаешь, ё-моё. Да, ну вот такие вот бои, ребятки. Надеюсь, они вам понравились. Надеюсь, вы оценили мощь Айрис. В принципе, если у вас команда адекватная, то тащить на Айрис одно удовольствие, потому что вы наносите очень много урона. Если, опять же, команда адекватна, они уворачиваются, кайтят, там все дела. Байтят на подход поближе, там, к Айрис, и вы просто делаете свою работу и изи победку получаете. На этом все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.